Борьба с наркотиками ведется десятилетиями. В МВД заявили об успешной спецоперации по ликвидации крупнейшего в Беларуси интернет-магазина по продаже наркотиков и психотропов. Для них надо создать невыносимые условия в местах отбывания этих сроков. Совершенствование государственной антинаркотической політики. Поліція знешкодила криворізький наркокартель під назвою «Двадцятівський». При этом эту борьбу едва ли можно назвать успешной. Количество потребителей не сокращается, а в некоторых случаях даже растет, а рынок нелегальных веществ подкидывает обществу новое, малоизученное и зачастую более опасное соединение. В общемировой практике существует 3 подхода решения проблемы наркотиков. Ужесточение мер, введение драконовских сроков и даже смертной казни за любое соприкосновение с веществами. Сохранение статуса кво, при котором правоохранительные органы продолжают наказывать за взаимодействие с веществами, однако система фокусируется не только на этом. Смягчение наркополитики. От отмены криминального преследования за хранение и употребление наркотиков до полной легализации отдельно взятых веществ, например, каннабиса или МДМА. С вами Данила Лаврецкий, и вы на канале Молодежного блока. Сегодня мы разберемся, что же не так с государственными подходами к наркополитике, и попытаемся доказать, почему декриминализация не только более эффективная, но и просто неизбежная. Для начала давайте разберемся с понятиями. Дело в том, что тема веществ овеяна множеством мифов, стереотипов и даже заблуждений. Одним из таких заблуждений является использование самого термина «наркотики». Наркотики – это когда все врут, когда называют все, что изменяет сознание, наркотиком. Наркотиками в странах СНГ принято называть любые запрещенные психоактивные вещества, хотя это не совсем корректно. На самом деле непосредственно наркотиками являются только болеутоляющие опиаты и опиоиды, содержащиеся, например, в героине или морфине. Для собирательного названия веществ, способных менять наше сознание, то есть делающих нас в той или иной степени пьяными, стоит использовать понятие психоактивного вещества или просто ПАВ. Психоактивными по факту являются не только запрещенные соединения, но и множество полностью легальных и привычных нам веществ. Ну, например, кофеин, никотин, алкоголь и ряд лекарственных препаратов. Вторым распространенным заблуждением является идея о том, что все потребители ПАВ – наркоманы. Во-первых, сам термин является устаревшим и несущим оскорбительный подтекст. По международным классификациям, состояние человека, при котором он испытывает чрезмерно высокое физическое и ментальное влечение к веществам, стоит называть синдромом зависимости. Во-вторых, синдромом зависимости страдают лишь от 3 до 10% потребителей ПАВ. Причем как раз легальные вещества имеют большую вероятность вызывания привыкания у потребителей. Например, в этом плане алкоголь куда опаснее каннабиса, а никотин – МДМА. Назвать всех потребителей психоактивных веществ зависимыми людьми – пример стигматизации, то есть навешивание обобщающих ярлыков, не имеющие никакой доказательной базы. Это как говорить, что все немцы – фашисты, европейцы – геи, а россияне – имперцы. Стигматизация недопустима не только потому, что она основывается на ошибочных суждениях, но и потому, что она приводит к дискриминации. Людей, употребляющих запрещенное ПАВ, начинают считать больными, неспособными к социальной жизни. Их права ограничиваются, а жизни ломаются. Так делать нельзя. Теперь, когда мы разобрались с важными дефинициями, давайте рассмотрим основные подходы в вопросах государственных политик, связанных с психоактивными веществами. Большинство психоактивных веществ запрещены практически в каждой стране мира. Официальная причина – забота об общественном здоровье. Правительства берут на себя ответственность определять за самих людей, что является для них опасным и подлежит запрету, а что – допустимым. Под таким предлогом не раз запрещался и алкоголь. Сухой закон вводили в США в начале 20-х, также он введен в значительной части арабских стран, и он также вводился в СССР в конце 80-х. А настоящая война с наркотиками началась в 1970-х годах в качестве ответа на широкое распространение веществ среди молодежи, в частности хиппи и различных левых активистов в западных странах. На международном уровне война была объявлена принятием Конвенции ООН о психотропных веществах 1971 года, закрепляющих политизированную классификацию веществ и призывающая правительство ограничить распространение ПАВ. Иронично, что чуть ли не главным инициатором войны с наркотиками выступили США, ныне являющимися одними из самых прогрессивных в мире стран в контексте правового статуса ПАВ. Так вот, именно с подачи президента Никсона, объявившего вещества врагом номер 1, национальное правительство ужесточили карательные меры, применяющиеся до сих пор. America's public enemy number one in the United States is drug abuse.
Одним из самых красноречивых примеров войны с наркотиками за последнее десятилетие являются Филиппины. Там в 2016 году к власти пришел печально известный Родриго Дутерте, приказавший без суда и следствия расправляться со всеми, кто хоть как-то соприкасается с запрещенными ПАВ. За первые несколько месяцев спецоперации было убито несколько тысяч человек. А спецдокладчики ООН заявили о массовых практиках внесудебных казней на Филиппинах. Под горячую руку правоохранителей зачастую попадались лица, не причастные ни к торговле, ни даже к потреблению психоактивных веществ. Итоги, длившиеся несколько лет спецоперации, вышли сомнительные. Тысячи погибших, увеличившийся уровень преступности, потеря международной репутации, сотни миллионов трат бюджетных денег. А распространение ПАВ осталось на том же уровне. Уже в 2019 году сам Дутерте признал, что у него ничего не получилось, заявив, что наркотики он не может контролировать, даже если прикажет убить всех этих идиотов. В 2022 году Дутерте уходит из большой политики, а президентское кресло занимает Фердинанд Маркос-младший, объявивший сворачивание проводимой Дутерте политики в сторону профилактики и лечения зависимости. К счастью, белорусский кейс далеко не такой страшный. Борьба с психоактивными веществами не сопровождается внесудебными расправами и городскими боями. Но и наркокартелей и преступных группировок у нас не то чтобы много. Однако логика правоохранителей заключается почти в том же. В качестве главного метода борьбы с проблемой распространения ПАВ и, как следствие, зависимостей рассматривается карательная правоохранительная система. За наркопреступления ежегодно в Беларуси осуждается до 3000 человек, и большинство из них по части 1 статьи 328, то есть за хранение без цели сбыта или распространения. Говоря простыми словами, потребители ПАВ. По разным оценкам, количество заключенных по антинаркотическим статьям составляет от 15 до 30% от всех заключенных в Беларуси. Основой карательной политики является допущение о том, что через запреты и преследования возможно привести мир в общество без наркотиков, либо как минимум не допустить увеличения количества потребителей ПАВ. При этом, борясь таким образом с последствиями, гораздо меньше внимания уделяется борьбе с причинами возникновения зависимости и других пагубных следствий потребления ПАВ, адекватному просвещению населения, медицинскому вмешательству и профилактике расстройств и заболеваний. Например, охват лечения опиоидными агонистами, способного спасать жизни зависимых от опиоидов лиц, в Беларуси составляет лишь 3,7%. Причем доступ к лечению в местах лишения свободы находится на еще более низком уровне. Борьба с ПАВ ежегодно высасывает из бюджета до 55 миллионов рублей. Из них 35 миллионов только на преследование потребителей. Как показывают расчеты, перенаправление этих средств может хватить не только на то, чтобы расширить охват лечения опиоидными агонистами до 40%, но и в разы повысить охват антиретровирусной терапии, направленной на лечение ВИЧ. Кроме того, в случае приостановки преследования потребителей десятки тысяч людей избегут тюремного преследования, где зачастую их проблемы с веществами только усугубляются, а жизнь в целом идет под откос, заманивая преследуемых в преступный мир навсегда. Путь декриминализации и общественного здравоохранения зарекомендовал себя как наиболее эффективный, а что самое главное – гуманный. На данный момент такого пути придерживается большинство европейских стран, в том числе все наши соседи. Законодателем пути декриминализации в свое время стала Португалия, где в 1990-х годах проблема злоупотребления достигла невероятных масштабов. Каждый 100-й гражданин был зависим от героина. Все опробованные меры, включая жесткую правоохранительную борьбу, провалились. Поэтому в 2001 году португальцы решили попробовать декриминализацию. Декриминализации были подвергнуты все известные психоактивные вещества, от каннабиса и МДМА до кокаина и даже героина. Звучит жестко, не так ли? Однако меры полностью оправдали себя. За 20 лет количество связанных с ПАВ смертей, распространение ВИЧ, количество страдающих зависимостью лиц сократилось в несколько раз, а количество фиксируемых преступлений, связанных с оборотом ПАВ, упала почти в 10 раз. Успешно либерализировать наркополитику удалось и в близкой нам Польше. Принятые в 2011 году поправки в уголовное законодательство позволили прокурорам и судьям не подвергать задержанных с маленьким количеством веществ уголовному преследованию. Вместо мелких потребителей правоохранители концентрируются на крупном наркобизнесе, а проблемой злоупотребления занимаются органы здравоохранения. Так, с 2009 по 2019 года количество связанных с ПАВ арестов уменьшилось более чем в 2 раза, а количество потребителей немного сократилось. Что не менее важно, удалось увеличить охваты лечения и профилактики среди зависимых.
В частности, охват использования опиоидной заместительной терапии возрос в 1,5 раза. Кроме того, в 2017 году в Польше легализовали медицинский каннабис, позволяющий без стигмы, боязни преследования и по назначению врача получать доступ к лечебным свойствам данного вещества, страдающим онкологией, ПТСР, бессонницей и другими расстройствами лицам. Некоторые страны пошли еще дальше. Канада, Люксембург, Мальта и несколько штатов США уже легализовали каннабис для личного рекреационного, то есть не медицинского потребления. Таким образом, национальные правительства хотят решить сразу 3 проблемы. Во-первых, существование черного рынка, порождающего преступность, причем не только в сфере наркобизнеса, но и связанной с ними незаконную проституцию, торговлю людьми и оружием. Во-вторых, низкое или сомнительное качество потребляемого вещества, способного дать нежелательный эффект или даже в крайних случаях убить потребителя. Ну, в первую очередь, если речь идет о других веществах. С каннабисом надо невероятно постараться, чтобы нанести себе какой-то одномоментный вред. Ну и в-третьих, отсутствие достаточного объема средств для финансирования должной профилактики и должного лечения зависимости. К слову, объем рынка каннабиса в Канаде за прошлый год составил 11 миллиардов долларов США, что превышает, например, государственный бюджет Республики Беларусь. Чистые доходы в бюджет при этом составили более 1 миллиарда долларов США. И, скорее всего, подобный путь просто неизбежен. Как мы уже отмечали ранее, путь войны с наркотиками в долгосрочной перспективе не оказывает должного эффекта. Количество потребителей не уменьшается, количество продавцов также не уменьшается. На любой запрет возникает решение черного рынка, а рост его объема, в свою очередь, лишь приносит дополнительные средства для существования преступных группировок, работающих с веществами и расширяющих свою деятельность на другие сферы. Кроме того, важно понимать, что большинство ПАВ обладают практически неэластичным спросом, а значит, повышение цен вследствие сокращения объемов оборота не сможет снизить уровень потребления. Говоря простым языком, лица, страдающие тяжелой зависимостью, в любом случае найдут способ получить очередную дозу. Вопрос лишь в том, будут ли они вынуждены прибегать к преступлениям и употреблять в нечеловеческих условиях, либо будут иметь возможность обратиться к специалистам и безопасной инъекции, без боязни сесть на скамью подсудимых. Не так давно молодежный блок вместе с движением Legalize Беларусь провели глубокий анализ наркополитики Беларуси, в разработке которого участвовали юристы, врачи и общественные деятели. Мы считаем, что Беларусь должна пойти путем либерализации и декриминализации, основываясь на международном опыте и национальных особенностях. Подобные изменения должны затронуть ключевые сферы общественной жизни, системы здравоохранения и образования, работу правоохранительной и судебной власти, а также национальную экономику. Конечно же, первым шагом должны стать изменения в уголовном законодательстве. Без разграничения уголовной ответственности в зависимости от количества и вида веществ с целью декриминализации хранения незначительного количества ПАВ для личного потребления невозможно начать ни системную профилактику зависимости, ни получить дополнительные ресурсы на проработку системы в целом. С подробными предложениями вы можете ознакомиться по ссылке в описании. А пока государство будет бороться с ветряными мельницами, все больше людей будет терять свои лучшие годы жизни за решеткой, а в наихудших сценариях и вовсе погибать. В конце концов, каждый из нас имеет право на здоровье, достойный уровень жизни и проведение времени так, как мы того хотим. А роль государства — обеспечить нас этими правами, а не ограничивать их. Если вам понравился этот ролик и вообще вам нравится, что мы делаем, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну, а если вам что-то не понравилось или вы вообще не согласны с нашим мнением, пишите в комментариях. Мы с радостью подискутируем или даже запишем дополняющий ролик. С вами был Молодежный блог, и пока!